Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это астрологический прогноз на предстоящее полнолуние, которое состоится 12 февраля в знаке зодиака Лев. Очень творческая такая энергетика будет у нас. Огненная энергетика. Энергетика, которая может дать нам импульсы, дать нам возможности принять какие-то решения. Или это полнолуние может привнести ясность в какие-то дела, в какие-то вопросы, очень важные для вас. Вы можете найти ответы, найти решения, наконец-то. Еще в это полнолуние планета Уран будет делать связь к Луне, и тем самым может загореться желание прямо здесь и прямо сейчас изменить свою жизнь. Или может загореться желание, что я о чем-то мечтаю, я чего-то хочу, и это должно произойти прямо здесь и прямо сейчас. То есть это энергетика, которая будет нас заставлять к нетерпению. Мы не можем откладывать на долгий ящик то, что хотим. Мы не можем стратегически как-то расписать свои цели, свои шаги, а мы вот прямо здесь и прямо сейчас хотим, чтобы все исполнилось. Хотим много денег, хотим карьерного роста, хотим самореализации прямо здесь и прямо сейчас. Вот такая энергетика может спровоцировать нас на необдуманные поступки. Поэтому, пожалуйста, дорогие зрители, будьте повнимательнее в период с 10 по 14 февраля, чтобы не нарубить дров. Дорогие мои, я призываю каждого из вас подписываться на канал. У меня их теперь два. На Ютубе и на Рутюбе. Ссылка под этим видео. Подписывайтесь, дорогие мои. Ставьте лайк, пишите комментарии. С удовольствием их почитаю. Ну и, конечно, наливайте вкусный чай или кофе. Потому что мы начинаем. Овны, дорогие мои, полнолуние состоится в вашем 5-м доме гороскопа. А это мой самый любимый дом. Во-первых, он символизирует любовь, флирты, романы, романтику. И полнолуние может предоставить вам возможность принять решение в этой сфере. Если вы с кем-то встречаетесь, то вы можете принять решение наконец-то съехаться с вашим партнером под одну крышу. Или, может быть, вместе куда-то отправиться захотите, примите такое решение. Или, наоборот, даже расстаться. То есть оно может, полнолуние, спровоцировать нас вот даже на такие решения. Как будто вы поймете, вы идете к одной цели с этим человеком, или все-таки цели у вас разные, и вы захотите сделать какой-то шаг вперед для того, чтобы решить наконец-то какие-то вопросы. Еще полнолуние может привнести ясность в эту сферу, и вы можете понять, любит вас человек или нет. Хочет он того же, чего и вы, или все-таки немного другого. Вот это полнолуние может проиграться так. 5-й дом, конечно же, символизирует у нас детей, дорогие овны. И здесь тоже может проиграться полнолуние, как момент, когда кто-то из вас решится на зачатие ребенка. Или вы будете консультироваться с врачом по поводу деторождения. Или вы захотите ребенка в ближайшем будущем, забеременеть захотите в этом году. Или будут вопросы, если у вас уже есть дети, будут вопросы, связанные с их творческим процессом, с какими-то творческими проектами, со спортом, к примеру, вы тоже можете решить вопросы. К примеру, записать ребенка захотите в какую-то спортивную секцию. Вы можете принять решение, что все, ты идешь в бассейн, а ты идешь у меня на карате. То есть вот так может проиграться полнолуние в сфере, связанной с детьми. Если они уже взрослые, то, может быть, ваша помощь им потребуется в каких-то творческих проектах, опять же, повторюсь, или в бизнесе, потому что 5-й дом символизирует еще бизнес. Может быть, без вашей помощи ребенок ваш не справится. Или наоборот, вы можете быть в качестве ребенка, и ваши родители будут вам помогать. То есть вот такая роль может еще проиграться. В этот период, напоминаю, что полнолуние действует 2 дня до и 2 дня после, с 10 по 14 февраля. Это хорошее время для того, чтобы участвовать в каких-то мероприятиях, в организации каких-то процессов, потому что энергия будет огненная, полнолуние в знаке зодиака Лев, в вашей стихии, поэтому вы можете организовать какой-то праздник, юбилей, утренник в школе или в детском саду. Вот будет какая-то творческая энергия, вы захотите, может быть, даже что-то сделать своими руками или помочь кому-то сделать что-то. Какой-то, может быть, проект, может быть, ваш ребенок строит кораблик, и вы будете помогать ему вырезать какие-то детали для этого кораблика. Вот как-то так. Теперь, все, что касается планеты Уран.
планета, которая будет делать связь к Луне именно 12 февраля. Но действовать вот эта связь может за день до и день после, то есть с 11 по 13 число. 3 дня мы можем почувствовать эту энергию внутри себя. А Уран, как я уже сказал в начале видео, это планета, которая отвечает за перемены, за инновации, за наши мечты, за наше будущее. Так вот, планета Уран в вашем гороскопе во 2-м доме, а это дом финансов, дорогие овны. Поэтому вы захотите, возможно, поменять работу, что все, я больше не хочу здесь работать, я хочу больше зарабатывать. Планета Уран будет провоцировать вас на какие-то перемены. Вы захотите эти перемены. Или, возможно, вы будете думать о том, куда вложить деньги. Опять же, это может быть бизнес, это может быть стартап, это могут быть какие-то ваши услуги. Вы можете вложить туда деньги или вложить деньги в творчество вы захотите, что все, хочу реализовать себя на этом поприще. Или вкладывать деньги будете в детей, в их образование, в их какую-то подготовку, к репетиторам, к примеру, в репетиторство будете вкладывать деньги. Или ситуация, что от вас постоянно дети требуют деньги, и вы можете как-то перекрыть поток денежный. Вот вы как-то захотите немного по-другому посмотреть на свои финансы, на то, куда они идут, куда вы их тратите. Может быть, кто-то даже задумается о накоплениях. Может так проиграться. Уран. Ну, еще, возможно, конфликты на теме, связанные с финансами. Опять же, это могут быть конфликты или непонимание со стороны вашего партнера по бизнесу, или со стороны ваших детей, что все, деньги я тебе больше не дам, дорогой или дорогая ты моя. И могут быть недопонимания. Обычно такие вопросы, которые: мама, ты мне обещала, но ты мне эти 50 рублей не дала. Вот могут такие проигрываться ситуации. Самое главное, не выходите из себя, дорогие овны. Вы все-таки у нас пылкий знак зодиака. Если вы сказали, вы можете еще и по столу, так сказать, ручкой постучать. Самое главное — спокойствие, дорогие мои. Внутри будет такое желание что-то изменить, как-то по-другому подойти к финансам, как-то по-другому подойти к тратам. Может быть, наоборот, вы будете экономить больше в этот период, а захочется куда-то пойти, захочется что-то купить. Но вот внутри будут какие-то вот состояния, что нет, я не могу столько потратить, нет, я не могу столько денег вложить вот в этот проект. Нужно как-то по-другому подойти к этому вопросу. И полнолуние может предоставить вам варианты решений, варианты ответов на те вопросы, которые у вас возникнут. Вот самое главное их увидеть, услышать, дорогие овны, и все у вас получится. Я за вас держу кулачки. Тельцы. Полнолуние состоится в вашем 4-м доме гороскопа. 4-й дом символизирует у нас жилье, там, где мы сейчас проживаем, квартира или это дом частный. В любом случае вы захотите решить вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, что-то купить вы давно хотели, планировали, какую-то технику в дом, или мебель какую-то купить, или что-то выкинуть, но вы не можете, потому что нужно с кем-то договориться об этом. Ну, к примеру, нанять грузчиков, чтобы они вынесли старый шкаф, но времени нет. Или денег на это нет. Или договориться с арендодателем, чтобы вы утилизировали какую-то старую мебель и купили уже свою. То есть любые какие-то вопросы касательно квартиры, там, где вы сейчас проживаете, вы сможете эти вопросы решить с 10 по 14 февраля. Вот энергия будет решительная такая, все, уверенная. Я решил или я решила, я делаю ремонт, я начинаю делать ремонт. Или я его наконец-то закончу. Все. Вот может как-то так проиграться полнолуние. Еще 4-й дом символизирует, конечно, аренду жилья, продажу жилья, покупку жилья, переезды. Это тоже 4-й дом. Кто-то из тельцов может переехать в отчий дом, вернуться к своим родственникам. 4-й дом символизирует место, где мы родились, где провели свое детство, там, где наши родители, там, где наши родные. Вы, может быть, поедете на время в свой отчий дом, или к вам приедут родственники из далекого края на время погостить, к примеру. Или вопросы вообще, все, что касательно недвижимости, это прописки, это регистрация, опять это купли-продажа недвижимости. Вот вы можете
либо решить этот вопрос, либо какая-то ясность появится в этом вопросе. Все, я знаю, чего хочу, знаю, какую квартиру я хочу, или я знаю, как решить этот вопрос с пропиской, с регистрацией. Вот ясность. Вы можете наконец-то найти варианты ответов, варианты решений, если у вас стояли вопросы ребром касательно недвижимости, касательно жилья. Вы можете их решить, найти, так сказать, варианты решений как раз с 10 по 14 число. Четвертый дом символизирует еще, конечно, маму, мачеху, сестру, тетю, бабушку. Поэтому, может быть, вы будете с родственниками договариваться о теме какой-то, связанной с недвижимостью. Или просить их, к примеру, опять же, не знаю, о помощи. К примеру, вы переезжаете, будете просить там тетю или бабушку, чтобы они одолжили вам машину, и вы спокойно перевезли свои вещи в другое место. Помимо этого, конечно, четвертый дом – это забота и опека. Поэтому кто-то из тельцов, возможно, примет решение взять на себя вопросы, связанные с недвижимостью, за родственника. То есть кто-то из тельцов, возможно, запрограммирует себя так в этот период, что родственники не могут решить этот вопрос. И вы возьмете под свое крыло, под свою ответственность какие-то проблемы родственников касательно недвижимости. Вы можете решить проблемы чужого человека, грубо говоря. Ну, не чужого, родного, но как бы вы поняли, о чем я говорю. Как будто вы будете такой главой, можно сказать, семьи, и все решения будете принимать самостоятельно. Теперь, все, что касается планеты Уран. Планета Уран будет делать связь к Луне. Эту связь можно почувствовать 11, 12 и 13 февраля. Сильная такая связь будет. А планета Уран, как я говорил в самом начале видео, это планета перемен. Внутренних перемен, внешних перемен. Планета инноваций. Это может проиграться, как, допустим, вы захотите купить что-то инновационное в квартиру, в дом. Может быть, это будет умный пылесос или, к примеру, смарт-ТВ, то есть телевизор со смарт-ТВ. Или это может быть какая-то, не знаю, у вас там была электрическая плита, сейчас вы поставите индукционную. То есть инновационную какую-то технику вы захотите приобрести в дом. Может быть, все, уже примите решение, что все, хочу поменять плиту, хочу поменять стиральную машину, хочу уже другую, хочу там сенсорную или еще какую-то. Вот может возникнуть такая потребность у вас. Планета Уран в вашем первом доме гороскопа, поэтому кто-то из тельцов захочет как-то себя преобразить, как-то себя изменить. Может быть, купить какие-то вещи захотите, которые раньше не покупали. Или сходить в какой-то салон и вообще обновить себя. Другой цвет волос, по-другому постричься. Или сходить на уколы красоты, или на подтяжку лица, или какие-то инъекции будете делать. Все, что касается внешности, планета Уран будет как будто вас толкать вперед, чтобы вы что-то изменили. Вы захотите как-то по-другому выглядеть. Вот это может проиграться в течение этих 3 дней. 11, 12 и 13 февраля. Но вам потребуется, возможно, поддержка родственников. Потому что связь будет первого дома с 4 домом. Либо одобрение, либо, наоборот, вы будете отстаивать какую-то свою позицию. Все, мама, я хочу покрасить волосы, не мешай мне. А мама там станет звездочкой в дверном проеме и не будет пропускать вас. Поэтому нужно будет договариваться. Планета Уран может вызывать напряжение в отношениях, и вы можете отстаивать свою позицию, а родственники вас не поймут. Поэтому здесь нужно будет искать дипломатию, дорогие мои. Я желаю вам удачки, тельцы. У вас обязательно все получится. Вы умеете отстаивать свои позиции. Самое главное, не перегнуть палку в этот период, в эти дни. Уметь слушать других людей и пытаться найти точки соприкосновения. Тогда, возможно, все будет так, как именно вы хотите. Желаю вам удачи. Близнецы, дорогие мои воздушные близняшки, полнолуние состоится в вашем 3 доме гороскопа, а это дом общения, коммуникаций, переписок, звонков. Поэтому с 10 по 14 февраля кто-то вас захочет увидеть, услышать, встретиться с вами, либо вы будете желать прям срочно кому-то позвонить, что-то кому-то передать, какую-то информацию. Затем 3 дом гороскопа символизирует у нас еще транспорт. Поэтому кто-то из вас захочет либо пойти учиться на водительские права сдавать, либо продлевать водительские права, либо
купить машину, продать машину, обменять машину. Третий дом символизирует купли-продажи, сделки. Вот если вы планировали что-то такое, то вот в полнолуние вы можете принять уже решение. Все, нужно продавать эту ржавую девятку, выкатывать ее из гаража, продавать и покупать себе BMW. Вы можете вот прям четко понять, что все, больше терпеть я не намерен или не намеренно. Это еще, кстати, не только автомобиль, это может быть самокат, это может быть велосипед. Кто-то из близнецов, может быть, захочет действительно купить себе велосипед, потому что, может быть, вы мечтали о нем. Еще третий дом символизирует у нас поездки. Это могут быть командировки, поездки по работе, подработки. В этот период вы примете решение куда-то поехать. Или это может быть поездка на собеседование. Также третий дом символизирует у нас обучение. Вы можете куда-то поехать чему-то обучаться, повышать квалификацию, куда-то поступать, может быть, захотите, или уже планировали куда-то поступить. Примите решение, что все, вот я плачу за обучение, иду учиться чему-то новому. Вкладывать захотите в образование. Некоторые близнецы захотят вложить в себя деньги. Еще третий дом символизирует у нас брата или сестру, поэтому, может быть, с ними будете о чем-то договариваться, может быть, потребуется ваша помощь, кого-то забрать, куда-то отвезти с помощью машины. И еще документы третий дом символизирует. Вы можете что-то подписывать с 10 по 14 число. Трудовой договор или страховой полис, или какие-то бумаги, которые вы ждали, они к вам придут, и нужно будет их подписать. Вот что-то так может проиграться полнолуние. Теперь все, что касается планеты Уран, планеты перемен. Она в вашем 12-м доме гороскопа, дорогие мои. То есть тут будет связь 12-го дома с 3-м. А 12-й дом символизирует у нас наш внутренний мир. Наши иллюзии, наши мечты, наши желания. И вот здесь Уран захочет, чтобы ваши мечты вот прямо здесь и прямо сейчас стали исполняться. Вы как будто, знаете, можете почувствовать, что вы устали мечтать, что вы хотите, чтобы эта уже мечта сбылась, чтобы все было уже как вы запланировали. Или вы можете почувствовать, что ой, так мне же такой путь надо сделать, чтобы моя мечта исполнилась, так это же столько времени. И вы можете проанализировать всю свою жизнь в этот период. Уран с Луной будет действовать день до, день после. То есть 11, 12, 13 число вы прям как будто внутри будете понимать, что к чему. То есть, чтобы добиться какой-то своей мечты, ее нужно превратить в цель для начала, а потом уже как-то расписать какую-то траекторию, какую-то стратегию. Вы можете подумать, что вам не хватает образования, чтобы добиться какой-то мечты, или не хватает машины, к примеру, чтобы наконец-то там куда-то уехать или часто ездить куда-то. Или вам не хватает каких-то документов, чтобы вот ваша мечта сбылась. Вот так может проиграться как-то Уран. Вот очень сильно внутри захочется вам исполнения мечты, исполнения желаний. Но контраст все-таки будет. Внешний мир и внутренний мир. Будет несостыковка. Вот это вы можете почувствовать, что вы хотите одного, а в жизни все получается по-другому. И вот этот контраст может выводить вас из равновесия, дорогие близнецы. Будьте поаккуратнее, пожалуйста. Не расстраивайтесь, если вдруг сейчас что-то не получается. Всему свое время, всему нужно уделить внимание. Самое главное не рассеивать внимание на все и сразу. Вот сфокусировались и идите потихонечку в одном направлении. И вы тогда всего добьетесь. Это вот прям как ни крути, дорогие мои. Еще, 12-й дом гороскопа символизирует уединение. Какие-то изоляционные помещения. Это может быть отели, гостиницы, ретриты, санатории. Это могут быть дача, к примеру, где почти там никого нет, да, и вы захотите туда уехать, за город куда-то уехать. И вот здесь проигрывается, с одной стороны, то, что полнолуние в 3-м доме гороскопа, общение, коммуникация, а Уран, который в 12-м доме гороскопа, это уединение. То есть, с одной стороны, вы захотите коммуницировать, а с другой стороны, вы как будто устанете. Вот скажете, все, больше не хочу, не могу, надо куда-то ехать, с кем-то о чем-то договариваться. А вот вы захотите немножечко побыть наедине, возможно. Немного, так сказать, привести мысли в порядок. Вот может так проиграться Уран в 12-м доме. Или это будут мысли по поводу лечь куда-то на обследование, к примеру. Потому что 12-й дом — это еще больницы. Может быть, лечь и сделать чекап организма вы захотите. Тоже вполне возможно.
Ну, еще необходимость освободиться от ограничений может проиграться Уран в 12 доме, что, может быть, у вас есть сейчас на плечах какая-то ответственность или какие-то ограничения, которые не дают вам сделать шаг вперед, и вы захотите поскорее от них избавиться. 12 дом символизирует уборку, то есть избавление от всего ненужного, а Уран это будет усиливать, дорогие мои. Поэтому что-то вот кто-то из близнецов захочет либо дверь закрыть в прошлое, либо перестать общаться с кем-то, или перестать постоянно отвечать за кого-то. Вот словно, знаете, вы устанете, скажете: все, вот эта вот ситуация тянет меня назад, а мне нужно идти вперед. Вот так вы можете почувствовать вот эту энергию, дорогие близнецы. Опять повторюсь, что Уран будет делать связь к Луне, и это можно почувствовать вот 11, 12 и 13 февраля. Самое главное вот прям найти это в себе желание, измениться, изменить свою жизнь и понять, чего вы хотите. И сфокусироваться на этом. Самое главное сфокусироваться. Сфокусироваться и не отходить никуда, не хвататься за все и сразу. Иначе опять не хватит энергии, дорогие мои. Такое тоже может быть. Я в любом случае желаю вам только удачи, близнецы. Вы можете добиться, если действительно будете идти к одной цели и не менять эти цели каждый понедельник. Идите вперед, и вы обязательно всего добьетесь. Я в этом уверен. Желаю вам удачи, дорогие мои. Раки, дорогие мои, полнолуние состоится в вашем втором доме гороскопа. Поэтому с 10 по 14 февраля тема касательно денег, финансов, она будет словно как краеугольный камень. Вы будете сосредоточены на этом вопросе. Где взять деньги? Откуда взять деньги? Куда пойти на подработку? Как их заработать? Кто-то из раков захочет поменять работу, или повышение вы захотите потребовать заработной платы, или вы будете думать о том, куда уходят деньги, как-то анализировать расходы, доходы, бюджет семейный, может быть, вы будете как-то об этом чаще думать. Или еще может поиграться как внезапная покупка, импульсивная. Потому что Луна во Льве – это энергия уверенности, вдохновения. Ой, заблестело, пошел купил, а дома одни макароны, а у вас новый iPhone. Поэтому, пожалуйста, дорогие раки, прежде чем что-то прям вот импульсивные какие-то действия делать, проанализируйте ваш бюджет. Это очень важно будет с 10 по 14 число не принимать решений импульсивных, не тратить на те вещи, которые вам не нужны сейчас. Это очень важно. Кто-то из раков захочет начать копить деньги, потому что второй дом символизирует еще накопление. Еще второй дом символизирует у нас способности, таланты, поэтому кто-то из вас захочет, может быть, вложить деньги в себя, то есть в свои способности, прокачивать какие-то свои таланты, то, что у вас лучше всего получается. Может быть, вы будете вкладываться в рекламу своих услуг или предлагать свои услуги, или благодаря своим услугам вы будете брать какие-то подработки. Может так проиграться еще полнолуние. Знаете, как будто принесет ясность в эту область. Откуда брать деньги, как я могу заработать, вот как будто вы поймете это. Может и так еще проиграться. Может быть, вы не знали, куда идти работать, или не понимали. И вот полнолуние может вот как будто, знаете, туман рассеется, и вы увидите. А, вот как оказывается. А, вот куда я могу пойти работать. А, вот как я могу еще заработать. Вот такая может быть ситуация в этот период с 10 по 14. Теперь, все, что касается планеты Уран, дорогие мои. А планета Уран в вашем 11-м доме гороскопа. 11-й дом – это дом друзей, дом единомышленников, дом коллег. Поэтому вы либо захотите изменить компанию, то есть кого-то, с кем-то перестать общаться. Или наоборот, у вас появятся новые друзья. Или вы захотите пойти в другую компанию людей и с другими людьми общаться. Как будто, знаете, поменяется немного ваше общество. Может так проиграться, Уран. Либо будет какой-то внутренний толчок, что ой, мне с этими людьми не по пути. Мне надо общаться вот с этими людьми. Или эти люди тянут меня вниз. Или в какое-то прошлое. Вот вы можете почувствовать, что вам нужны перемены. Опять же, планета Уран – это планета перемен. И вы можете почувствовать, что вам нужно общаться с другими людьми. Или срочно с кем-то познакомиться, найти вот эти связи делового характера. Это будет очень важно для вас. Теперь еще что хочется сказать, когда Уран будет делать связь к Луне, напомню, что полнолуние будет во втором доме, Уран в 11-м, а это либо возвращение долгов,
друзья вам могут вернуть долги, или вы будете занимать у друзей на какие-то свои хотелки в том числе. Либо вы будете вкладывать деньги в какую-то организацию, не знаю, там у друга там сломалась машина, и вы будете ему помогать, вкладывать деньги и в том числе физически участвовать в ремонте автомобиля. Может так проиграться, как пример. 11 дом – это дом рекламы, дом интернета. Опять, как вот у вас может проиграться. Вы можете действительно захотеть вложиться в какую-то рекламу, в какое-то продвижение, вложиться в свой бренд, вложиться в свои услуги. Вот как будто захочется каких-то вот таких вот еще перемен. Еще 11 дом – это дом у нас, который отвечает за будущее, за планы. Поэтому кто-то из раков, возможно, даже переосмыслит какие-то ценности, можете переосмыслить, что я вот раньше добивался этого, а сейчас хочу вообще совершенно другого. Или раньше я шел вот за этим, а оказывается, мне это не нужно. Будут какие-то новые идеи, какие-то новые мечты у вас могут появиться. И эти мечты могут касаться как раз вот финансовой стороны вопроса. Может быть, кто-то из вас захочет, не знаю, стать руководителем, и вы будете что-то делать, требовать карьерного роста. Или вообще уйдете в другую сферу деятельности, только чтобы вот деньги платили побольше. Вот так может проиграться Уран в связке со связью с Луной. Но еще могут быть, конечно же, конфликты на теме, на почве финансов. Недопонимание будет с кем-то, либо с друзьями, либо с коллегами. Может быть, кто-то от вас будет требовать вернуть долг, а вы сейчас не можете. Поэтому будьте, пожалуйста, повнимательны, дорогие раки. Не следует ни с кем ругаться. Естественно, не покупать то, что блестит, потому что тема финансов будет актуальна, и к ней нужно будет подойти более осторожно и внимательно. Будьте, пожалуйста, все-таки аккуратны в этой сфере. Я желаю вам только удачи и финансового благополучия, раки. Для вас это очень важно, да и для любого человека финансовое благополучие важно. Но для вас будет очень, вот прямо с 10 по 14. Держу за вас кулачки, дорогие мои. Львы, дорогие мои огненные львята. Полнолуние в вашем знаке зодиака, поэтому можно сказать, что праздник пришел на вашу сторону. Так сказать, на вашу улицу. Полнолуние в вашем знаке, а это творческая энергия. Это вот прям вот вы можете стать, знаете, как будто под софитами. Внимание будет уделено на вас. Вы словно будете в центре событий каких-то определенных с 10 по 14 число. Во-первых, возрастет энергия уверенности, вы будете более уверенно себя чувствовать с 10 по 14. Это может быть может подключать разные сферы: работу, творчество, самореализацию, самопрезентацию и тому подобное. Вы будете чувствовать себя уверенно. Вот я могу. Вот это вот предложение, вот это словосочетание «я могу», оно будет как будто для вас девизом. Или если вы не знаете, можете или нет, вот прям вот с 10 по 14 говорите себе «я могу, у меня получится». И тогда все страхи уйдут, дорогие мои. Потому что энергия будет сконцентрирована на вашем первом доме. Затем большее желание появится проявить себя, показать, на что вы способны, доказать кому-то что-то вы захотите. То, что вот я справляюсь, или я могу справиться, или мне это не составит труда. Может быть, вы будете действительно перед кем-то что-то показывать или заявлять о себе. Потребность в признании будет у вас очень сильная, в одобрении, чтобы вас выбрали или чтобы на вас обратили внимание. Вот как-то вот так может проиграться еще полнолуние. Ну и фокус будет на том, что можно завершить в жизни, в чем можно поставить точку. Вот это полнолуние может дать вам вот эту решительность, вот эту ясность, что где-то нужно ставить точку. Где-то нужно захлопнуть эту дверь в прошлое, в прошлую работу, в прошлые отношения. Может быть, они за вами тянутся, или вы не можете никак это отпустить. Вот с 10 по 14 число это идеальное время для того, чтобы наконец-то отпустить прошлое, отвязать от себя эти консервные банки, которые уже давно за вами там на ниточке за вами идут, и вы постоянно оборачиваетесь на их звук. Вот отвяжите от себя, разрежьте эту нитку в прошлое и больше не живите этим. Вас ждет самое светлое будущее, дорогие львы. Все в ваших руках.
полнолуние в вашем знаке. Вот прям вообще, вот занимайтесь творчеством, это вообще может быть вдохновение, муза. Вы можете почувствовать, муза может прийти, вы можете почувствовать прям прилив такой, что, не знаю, там, картину такую нарисуете, чтобы никогда такую бы не нарисовали. Поэтому просто слушайте себя. Умейте слышать свой внутренний голос, вот эта интуиция будет повышенная. Ну и плюс еще то, что вот энергия «я могу». Вот это вот очень важно повторять себе в течение этих 4 дней, потому что она как будто будет вас провоцировать. Как будто вы будете сомневаться, но энергия все равно будет, знаете, как будто через край, то, что да могу, и да это все страхи, это все надуманные какие-то страхи, какие-то червячки, что я не справлюсь. Справитесь. С любыми сферами жизни вы можете справиться с 10 по 14 число. А еще первый дом, конечно же, отвечает за внешность, поэтому кто-то из вас захочет, возможно, поэкспериментировать, как-то себя изменить. Тоже можете принять такое решение. Далее. Планета Уран, которая будет делать связь с Луной. Ее можно будет энергию почувствовать 11, 12 и 13 февраля. Планета Уран в вашем 10-м доме гороскопа, а это перемены в работе. Это перемены в карьере, это перемены в вашей профессии, либо какой-то новый регламент будет, или вы захотите по-другому работать, по другому графику, в другом отделе. Кто-то из львов захочет карьерного роста или изменить вообще сферу деятельности, потому что планета Уран — это планета перемен. 10-й дом, опять я говорю о том, что это карьера, это работа. Захочется что-то поменять. Либо вообще уволиться вы захотите и уйти в другую сферу, или вообще пока в никуда. Вот прям как будто внутри будет такое вот бурлить, кипеть, что надо что-то менять. Я больше так не могу, я больше так не хочу. Либо это может быть возможность карьерного роста. Может быть, вам что-то предложат в этот период. Или уже давно предлагали, но вы отказывались. И вот в это время вы можете почувствовать уверенность, что все, вы готовы. Уже пора. Может так проиграться еще Уран. Необходимость избавиться от ограничений. То есть это может проиграться, что вы можете скинуть со своей ответственности, со своих плеч вопросы и задачи ваших родственников по мужской линии. Отца, отчима, брата, дяди, дедушки. Может быть, вы сейчас решаете какие-то вопросы за них или берете под свое крыло, под свою ответственность их проблемы, их задачи. Вы захотите от них либо избавиться, либо сказать: все, я больше не могу, ты решай сам, я буду решать сам, или решать сама. Вот как будто избавиться нужно будет от каких-то ограничений. Еще как может проиграться Уран: напряженные отношения между вами и начальством. Это тоже может быть. Поэтому будьте, пожалуйста, повнимательнее, дорогие львята. Вы можете отстаивать свою позицию, свою точку зрения, полнолуние в вашем знаке. А 10-й дом — это руководство, поэтому, может быть, вы будете прям как-то, знаете, нет, я не буду это делать, потому что мне за это не платят. Вот как будто вот так может проиграться какая-то ситуация. Будьте повнимательнее, чтобы не провоцировать никого вокруг. Идите на дипломатию, объясняйте, почему, что, как, к чему, потому что начальники бывают разные. И еще 10-й дом — это вышестоящие люди, это государственные структуры, поэтому, может быть, вы будете, не знаю, открывать ИП или закрывать ИП. Или, может быть, вы будете обращаться в налоговые инстанции. Или вы будете, наоборот, как начальник, и к вам будут приходить подчиненные, и вы будете как будто, знаете, отстаивать позицию компании. Вот может так еще проиграться. Будьте, пожалуйста, повнимательнее все равно, дорогие ребята, потому что, возможно, конечно, прилив вот этой энергии, которая у вас будет бурлить вот эти дни, она может идти через край, вы можете даже не понимать, что вы переходите какую-то планку или какие-то личные границы. Будьте поспокойнее, повнимательней. Дайте себе время, если от вас требует решений. Но опять же, полнолуние будет призывать вас к решению. Вот как будто толчок такой. Все, я принимаю решение, делаю точку, ставлю где-то точку. Но будьте повнимательнее все равно, потому что социум может вас неправильно понять. И потом придется отчитываться. Это очень важно. Ну а так я поздравляю вас, дорогие львы. Это ваше полнолуние, поэтому дерзайте. Вообще эта энергия хороша для творчества, чтобы вкладывать в творчество, самореализацию. Только вперед, дорогие мои. И ни в коем случае не назад. Только вперед. Я за вас держу кулачки. Девы, дорогие мои, полнолуние состоится в вашем 12-м доме гороскопа.
А 12-й дом – это дом, который символизирует завершение каких-то процессов, проектов. Момент, когда мы можем поставить в чем-то точку. А полнолуние – это энергия решения. Да еще в знаке зодиака Лев – уверенное решение. Все, я ставлю точку, к этому больше не возвращаюсь. Я заканчиваю этот проект, и больше я с ним не связываюсь. То есть вы можете принять решение с 10 по 14 число в какой-то проблеме, в каком-то вопросе, в каком-то проекте, в котором уже давно нужно было поставить точку, но вы никак не могли принять решение. Вот задумайтесь, где нужно сфокусировать внимание и что-то отпустить. 10 по 14 число у вас это удастся, дорогие девы. Это могут быть старые отношения, наконец-то отпустить и больше о них не думать. Старая работа, проект, который тянется, и вы вот все не могли что-то сделать, отпустить этот проект или переложить этот проект на другого человека. Вы можете принять решение, наконец-то все, поставить точку и как будто начать жизнь сначала. Это можно сделать с 10 по 14 число. Еще 12-й дом символизирует у нас уединение. Места, где мы одни, где меньше людей. Это могут быть какие-то ретриты, санатории, дома отдыха, гостиницы, отели. Это могут быть... Это может быть просто дача, потому что там вообще практически никого нет. Вот вы можете принять решение куда-то тут уехать, куда-то отдохнуть, избавиться от этого напряжения. Захочется, но чтобы вас никто не трогал. Вот прям энергия, как будто чтобы от вас все отвалили. Вы можете поймать эту энергию, дорогие девы, с 10 по 14 число. Может быть, вы слишком много что контролируете. Может быть, вы слишком много на себя взяли обязанности и ответственности. И вот это вот уже, что уже вот здесь вот, да, уже душит вас вот это вот все, что происходит, вам нужно успокоиться и побыть наедине с собой. Вы можете принять решение куда-то уехать на время. Или это может проиграться как больница, то есть вы можете принять решение лечь в больницу на обследование, чтобы понять, что с организмом, что к чему, почему болит, почему не проходит. Можете принять такое решение. Еще 12-й дом вообще символизирует у нас психологию, наш внутренний мир. Поэтому вы можете как-то, знаете, как будто поднимать вопросы, связанные с самооценкой. Потому что полнолуние во Льве – это самооценка. Это как я вижу себя в мире и как видит меня социум. И вы можете как-то задуматься о том, что надо что-то делать. Надо менять отношение к самому себе или к самой себе. Можете принимать решение пойти на какие-то курсы по повышению самооценки, или по прорабатыванию каких-то привычек, или про проработку своих комплексов. Вот это хороший период для того, чтобы принимать такие решения, себя прокачивать. Или желание проявить себя. Но, опять же, это будет сложно сделать, потому что что-то внутри будет давать какой-то блок. Знаете, как будто вы будете чувствовать себя неуверенно. Вот это над этим нужно будет поработать. Вы сами это поймете, дорогие мои. Теперь, все, что касается планеты Уран, планеты перемен, она в вашем 9-м доме гороскопа. 9-й дом – это дом изучения всего нового. Это дом образования, высшего, причем образования в том числе. Поэтому вы можете почувствовать, что вам нужно какое-то другое образование или пойти куда-то учиться, чтобы чувствовать себя увереннее. Знаете, как будто стабильность может прийти только тогда, когда я получу какой-то диплом, какой-то сертификат, какую-то профессию новую. Для вас это будет очень важно, потому что 12-й дом опять это дом внутренний наш внутреннего мира, нашей психологии, нашего разума, нашего состояния внутреннего. А 9-й дом это обучение, поэтому вот здесь вот опять же, да, перемены. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне, мне нужно пойти и выучиться на кого-то. Или 9-й дом – это еще путешествие, это эмиграция, это переезды в другие страны, в другие города. Вас может на это подтянуть, что-то сподвигнуть. Или вы поймете, что все, больше жить здесь не могу, надо переезжать. Вот эта перемена у вас внутри зажжется. Уран с Луной будет очень силен 11, 12 и 13 февраля. Вот эти 3 дня вы можете почувствовать эту энергию еще сильнее. Я не могу здесь больше жить, мне нужно переезжать. Вот так вы можете это почувствовать. И даже кто-то из вас будет принимать решение о переезде, потому что полнолуние все-таки это решительность. Все, не хочу здесь жить, хочу что-то другое, хочу переехать.
Может так проиграться. И причем переехать там, где вам будет проще и спокойнее. Вот. Как будто, знаете, как будто вы живете в каком-то состоянии постоянно вот таком трясучем, как будто вы живете среди людей, которые постоянно кричат и орут. Вот вы захотите куда-то уехать, переехать. Девятый дом гороскопа символизирует у нас изучение всего нового, как я уже сказал, изучение языков. Это хороший период для того, чтобы начать изучать английский, французский, любой другой язык. Это пойдет вам только на пользу. Еще девятый дом символизирует у нас философию, символизирует у нас наше мировоззрение, как мы смотрим на мир. Вы можете поменять, как будто, знаете, свой взор, или понять вещи, которые раньше не понимали, или действительно будет переосмысление каких-то ценностей. Раньше, допустим, вы на первое место ставили деньги, а сейчас поставите здоровье, или любовь, отношения, или еще что-то, или карьера у вас будет на первом месте. Вот как будто что-то поменяется в вашей голове. И причем это очень сильно может произойти именно в этот период. 12-й дом, опять же повторюсь, символизирует психологию, а 9-й дом — нашу философию, наш взгляд на мир. Что-то поменяется, какие-то перемены будут у вас. Но одновременно с этим возможно напряжение, напряженные отношения с людьми, которые не хотят меняться, с людьми, которые тянут вас куда-то в прошлое, и как будто вы захотите что-то кому-то доказать, что так жить нельзя. Вот так может проиграться. Что вот все, вы как будто поменяли свои отношения, а люди вокруг вас, они также продолжают жить. И вы захотите, может быть, до них донести, что все, нужно меняться, нужно что-то делать, нужно жить как-то по-другому. Может так проиграться. Уран, связи с Луной 11, 12 и 13 февраля. Я в любом случае, дорогие девы, желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. Что если вы вдруг чувствуете, что вам нужно принимать решение, закрывать дверь в прошлое или что-то отпустить, отпускайте. Потому что когда мы отпускаем что-то, выкидываем из своей жизни, мы освобождаем место для того, чтобы что-то новое к нам пришло. Мы обновляем себя, мы обновляем свою жизнь. А жизнь, она короткая, поэтому не нужно бояться что-то менять. Даже если страшно, даже если непонятно, идите вперед, открывайте эту дверь, смотрите, пользуйтесь возможностями, которые предоставляет вам жизнь. Это очень важно. Я за вас держу кулачки, у вас все непременно получится. Я вас всех поддерживаю, так что дерзайте.